Димарик, ну что скажешь? Слушайте, ну вообще классно. Классно. Здесь петричком, такси и драйв. Причем комфорт плюс. Да. Пацан нормальный. 1250. Шереметьево С, моя модель 1400. Куда мы летим, отгадайте? Отгадайте. Страну какую мы летим? Летим в страну, где родился в 14 веке первый блогер-путешественник Ибн Батута. Он сказал: путешествие лишает тебя разума, но делает из тебя отличного рассказчика. Не дословно, но так. В книге рекордов Гиннесса Султан, тоже из Марокко, самый большой производитель детей. У него 800 детей. 800. А чувак какой-то приехал к нему, он сказал 1171. 700 из них мальчики, прикинь. Вот дает. Огласите весь список, пожалуйста. Мы взяли, кстати, так красного оленя за 24 евро. И вот Димарик в шапку ее засунул. Так вот. Глянь только, Тихо. в каком дерьме надо. Тихо, это сейчас. Димка, Смотри, сейчас назад. Это философские темы у нас идут. Были философские темы, сейчас закончим про это. Мы идем на посадку. Димка очередной раз убедился, что не надо вставать раньше, чем за полчаса, то, что будем вот в такой вот жопе. Мы поспорили по поводу, как можно быть в Кстати, Белфасте. да. Я был в Белфасте, ребят. Да, и прям он был в Англии. Дублине не был Да. почему-то. Да, что Димка Англия. сказал, что это одно и то же. Да я не то сказал, что одно же. Я говорю, если вы были в Англии и сказали, что вы были в Белфасте, то обязательно должен быть перелет, потому что Белфаст находится на территории острова Ирландия. Я был на перелете. Ребят, представляете, у меня до сих пор на моем канале нету ролика по Англии. Хотя в Англии было раза 4-5. Как-нибудь сделаю. Расскажи, Дима, что происходит? Взяли, я даже не повело, взяли этот посадочный талон, ручкой зачеркнули и написали. То есть, в принципе, сейчас могу себе Медвежонок здесь подписать. говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. Ужасная ситуация. А это все потому, что 0,5 в каждом сидит. Стандартная ситуация. Уважаемые пассажиры, вас приветствует пилот. Меня зовут Серега. Наш самолет долетит куда вам надо. У нас пересадка в Стамбуле. 4 часа летели авиалиниями Red Wings. Димарик назвал их сумчатыми, то есть австралийскими, из-за особенностей конструкции сидушечек. И еще что меня поразило, нас, Володя, то, что мы после посадки 25 минут катились на самолете. 25 минут просто катились, видимо, очень здоровые. Ну, я бы так сказал, он не австралийские авиалинии, они еврейские авиалинии. Да, Потому что завтрак у нас был Да, заморская икра, баклажанная. маленький треугольничек сыра и какая-то хрень. А я почему скажу еврейская? Потому что потом ходили за денежку, за 1000 рублей, блинчики, потом яичница, понял, за 1000 рублей. Уже в конце то, что приготовили и не купили, продавали со скидкой. Все равно же пропадет, ну отдайте людям. Короче, сейчас у нас квест, у нас пересадка в этом аэропорту, куда идти не знаем. Сейчас Надо получить зеленый чемодан. зеленый чемоданчик надо получить. Кстати, вон расписание, давай посмотрим наш. Нам надо Марокко, нет, Касабланка, 18:10, по-моему, 9:11, это наш. Информация о воротах откроется в 16:40. А сколько сейчас? А сейчас 4:50. Мы еще рано.
Короче, мы литрушечку-то уговорили, головка-то у меня болит, А время московское. голова у меня болит. А, ну надо идти искать. Надо искать. Что ж ты не жалеешь свою мать? Она у тебя одна, а ты у нее два. По математике получила. Вот так вот, ребят. Ну, весело, весело. Короче, как всегда, Димулькин. Состав тот же, играем шире. Я хотел сказать, что вот этот отвратительный человек меня бросил. Мне пришлось выйти. Он сказал, я с тобой не пойду, потому что печать какую-то лишнюю в паспорте. Не поставили печать? Все поставили. Конечно, я вышел, получил багаж, пошел. Он огромный, просто огромный. Начинается от А до... Блин, я не знаю, да я шел. Короче, я... Самое главное, что мы здесь оказались. Короче, человек просто... Вот он, ручной багаж, вот что хорошо. Но он реально, я просто... Ну вот отобрали. Ну, в принципе, все автоматизировано, в принципе, все быстро. Мерхаба. Как дела? Какую штуку взяли? Две по 13,50. Эти по 17, да, по-моему? Еще раз даем по 0,5. Так и не рассказал, как все вообще произошло у нас с этой Касабланкой. Мы собирались в Касабланку месяца 2 назад. Ну так, как все вот это... Предлагаю пока насладиться просто классным заходом солнца в Стамбуле. Да. Посмотрите, ребята, как классно. Вот наш воздушное судно королевских марокканских авиалиний. Да. Просто вообще все классно. Все классно. Володя продолжит. Продолжу, да. Ценник на тур так и остался таким, каким был. И доллар у нас вроде с евро не менялся. А вот по билетам мы, короче, прокололись. Начали брать, а люди брали с лета на турецкие авиалинии. Они прибывают 14,50. Нам предстоит квест. Мы прилетаем, уже люди там все. Нам надо будет как-то доехать до 11 гостишки, а у меня 20. И еще 9 рядов между мной и Володей. Да, а мы собрались под выпить опять. Мы же алкоголики. Нам бы добраться до отеля, чтобы завтра со всей группой поехать. Так скажу, билет и тур получился практически в одну цену. С этими пересадками, со всеми делами. Очень дорогой билет в основном. Слава Богу. Как говорят местные ребята, иншаллах. Вот. Все, мы здесь. Марокко. Сейчас будем все Ты прям меню направил на это. Вот. О, подумал, что ты снимаешь. Все будем сейчас проходить. Никого не Ну, надо успеть снимаем. на последнюю электричку. У нас сейчас скорость. Да, вот это квест. Вот теперь точно все. Взяли билет угостить. My friend. Take it. Абдухалику вообще спасибо. Вообще здесь курить нельзя, но он нам разрешил. Уже видео снял с нашим другом новым, главным по этой платформе. Он с нами и покурил, и выпил, и угостил нас какими-то печенюшками. У нас поезд 20 за 50. Мы купили за 50 дирхам, то есть получается $5. А так такси стоит, если заказывать, 55. Я с руки не ловил, не знаю, говорят 30 где-то. Но у них денежки, дирхамы. Это самая устойчивая считается валюта. У них был до этого франк, УАЭ тоже, дирхам. Да, но другие. И везде, да, где уходили, они местная валюта называется дирхам. У них, когда король, или кто, монарх, королевство, когда Мы меняется, ленивы, король, у них сразу выпускается новый купюр. С новым королем. Как везде. Более того... Пока Дима рассказывает аналогичную историю про монеты Великобритании, по которым можно отследить, как старела королева, я расскажу про монеты Марокко. Если на них изображен король, то это дирхамы, а если его портрета нет, то сантимы. Самое интересное из них это 1/2 дирхама. Заметьте, что номинал равен не 50 сантимам, а именно 1/2 дирхама. Причем на аверсе изображен космический аппарат. Но о храбрых марокканских космонавтах я ничего не слышал. Только прилетели.
О, Димарик, как отель у нас? Диван Хотел. Мы в Марокко, Димарик. Вот там у нас ЖД станция 500 метров. Вообще отлично. 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 Правда, воды нет. Хочется попить, конечно. Что-то сушняк вообще такой. Да нет ни хрена здесь. Я думаю, вискарь положить сюда, вот, если лед есть. Ребята, мы в Марокко. Все завтра, до завтра. Как вы поняли, обзорную экскурсию по городу мы пропустили, так как прибыли поздно, не в составе нашей группы. Описывать отель не буду, по моей мимике и так понятно. Полный г. Все поломанное. Жопа жопная. На следующее утро, позавтракав, мы выдвинулись в столицу, город Рабат. Забегая вперед, скажу, что в экономической и промышленной столице Марокко, которая является Касабланка, в переводе с испанского «Белый дом», кроме мечети Хасана II, являющейся вторым по высоте религиозным сооружением в мире, уступая лишь великой мечети Алжира, смотреть особо нечего. И центральный рынок, на который мы заехали, считающийся одной из достопримечательностей, заявленных в программе, тому подтверждение. Единственный плюс – мы обменяли доллары на местную валюту. Мы на рынок заехали. Короче, самой большой мечетью мы обломались. Самый большой, по-моему, минарет на 40 метров больше, чем храм Петра в Ватикане и больше, чем пирамида Хеопса. Завтра у них 6 числа большой праздник Зеленого марша. Может быть, все закрыто. Ну, не сильно большая разница. Евро, доллары. Евро даже меньше. Город в развалинах, но очень большой. Все строится что-то серый. Единственная достопримечательность — мечеть Хасана, которую мы посмотрим. Вот такие туннели. Город Казабланка. Здесь начало 20 века. Касабланка является самым населенным городом Марокко, а среди городов Африки уступает лишь Каиру. Одни туннели. Бензин, вот я посмотрел, у них 14-16, я так понял, дирхам 1,4-1,6 долларов. Марокко известно во всем мире под разными названиями. Часто эту страну называют Магриб, в переводе с арабского «запад». До прихода сюда арабов в 7 веке тут жили берберские племена. Их и сейчас около 40% от населения королевства Марокко. Большинство берберов приняли ислам, и в Европе их часто называют маврами. Едем по платной дороге в Рабат, столица. На этой дороге можно набрать скорость 120 км в час для легковой машины. Для такие машины, как у нас, грузовики, автобусы большие, максимум 90 км в час. Вот если ехать по этой дороге до конца, мы попадаем уже в город Танжер, Сибирь, ворота Африка, у пролив Гибралтара. Сейчас будем знак проезжать. У них знаки, получается, на латинице, на По-французски. сначала, может, французский и по-берберски. Но это я потом расскажу про берберов. Короче, крестики, нолики. Тут нет. А тут нету, да? Да, к сожалению. Да. Вот Ну, надо следующее, если вот я вижу. сначала арабский, потом французский. Ну, вообще все пошло с берберов. Грубо говоря, это первые жители этих мест. Берберы, это их римляне так назвали, варвары, берберы. Они У все, них кто был, говорил не по латыни, все называли, да. Короче, они язычники были. Вот, и их римляне захватили, я так понял, где-то 5 веков держали, а потом, ну что, нет берберского, нет. А вот, захватили, короче, и, по-моему, они где-то до 7 Вот века. есть. Вот есть, сейчас покажу берберский язык. Бар-бар-бар-бар-бар, если видно будет. Вот внизу, вот, Е-О-И-Т. Потом пришли сюда с большой армией мусульмане, всех, Римляне, это ватиняне, но они все равно христиане. На тот момент они были язычники. Это было до христианства. Нет, они принесли сюда христиан, ну, веру христианскую. Потом их пришли мусульмане и сделали В V веке. из них, да, сделали из них мусульманскую страну. У них здесь два языка. Веры, две веры. Ислам и иудаизм. Евреи здесь, оказывается,
тоже первоначально здесь были. А вообще название страны пошло от бывшей столицы Марракеш. Мор-Акуш, земля бога Акуш. Ну, Мор-Акуш, короче, язычник. А мы едем сейчас в Арабат, столицу. Вот. Мы едем по платной дороге, у нас здесь есть несколько платных дорог хороших таких. Природа, конечно, интересная. Я думаю, пальма фигальма, это север Африки, а тут сосны. Иран, да, напоминает. Мы вот приезжаем в город Рабат, чтобы знали и привыкли. У нас, например, города держит полиция. Поэтому, как приезжаем в какой-то город, большой город, обязательно проезжаем через главный пост полиции. Обычно мы как пересекаем такие ворота или крепостный стен, сразу начинается старый город. Но Рабат уже поменяли его, как столица Марокко, даже в начале 20 века уже все снесли старые дома и строили современные, как вы видите сейчас здесь. Но нам это не интересует, конечно, нам интересует, что есть справа. Вот этот крепость, но это уже не крепость, это как забор от Королевского дворца. Это вот как главный вход, называется Аль-Мушвар, когда вот приезжает какой-то президент или вот важные люди, короля, здесь его встречает королевская гвардия на лошади. Это увидим, там около мавзолея они стоят тоже на лошади, но там только две. А здесь, когда встреча, первый ряд, даже целый ряд такой большой, лошади, красивые берберские лошади, и форма от Королевская гвардия. Королевская гвардия Марокко считается одна из самых старых королевских гвардий в мире. Будем оставлять автобус, и мы пойдем пешком, приближаемся, там место резиденция короля, где живет сам король Марокко. Что, в Королевский дворец приехали? Народ его любит. Даже люди подходят, там, фотографироваться с ним. Кто-то бедный, например, подходит, передает письма, чтобы помощь получил. Бывает много чего, но народ у нас его очень-очень любит. Съем сложно, только в баре. Специально заезжать в супермаркет, 45 минут какие-то крюки. Поэтому все. объясняю, чтобы Можно, могли да? снимать, конечно. Другие места нельзя. Ага. Лучше. Как в Иране, разные, разные. Конечно, в костюм, это служба безопасности. Там это охраняют. Каждый контролирует другой. Я же вам объяснил, что раньше даже могли делать переворот. Если, например, у них один генерал или что-то, он мог что-то делать. А сейчас разные даже армии. Если кто-то вот собирается что-то делать, другие контролируют сразу. Ну, как Они грамотно. сложно договариваться между них всем. А у нас одна Есть Росгвардия. такая система. Главная резиденция, это вот это, которая есть в Рабате в 17 веке. И она вот как столица Марокко, здесь где есть парламент, министерство и так далее. Поэтому он больше времени проводит здесь. И его семья тоже живут. 7 типов, говорит, даже больше. Вот сколько, 4 там стоят, 2 там, костюмчики службы безопасности. Один задебоширил, другие его замнут. Во время династии Аль-Муахид в 12 веке уже строили крепость. Но, к сожалению, эта вот достопримечательность, он закрыт сейчас на реставрат. Мы не можем это видеть. И он считается, напоминаю, что как бы самый старый часть город Рабат. Вот музыкант, который вы видите, там музыка гнеуи. Играют на барабаны, на вот такие еще другие инструменты. Обычно музыка гнеуа еще попозже. Закрыт. Другие города, Марракеш и Сауэра. А он раньше был открытый, да? Раньше открытый был? Блин, там есть что посмотреть интересно? Ну, руины от Римской империи. Шукран, Димарик, надо дать денежку. Есть у тебя денежка, дирхам? Да ладно, новые. Да, ну отдай.
Шокран. Шокран. Пока по монетам, обращайте внимание, это, например, Хасан II. Да. Давайте вот пятерка, которая у вас, это Мухаммад VI. Это Мухаммад VI. Как они Например, видите отличаются? разные? Ага. Это очень старая, даже видите, тертая. Потертый. Это с времени Хасана II. А это вот уже Мухаммад VI. Ну давай мне тогда. Вот Хасан II. Давай. Вот, пожалуйста. Спасибо. Вот 5 должен уже. Да. Сколько ты говоришь, башня будет самой высокой в Африке? 250 метров. Самый высокий в Африке хотят сделать. А это что будет, типа минарета или что С это? Алжира строен вот башня. Как торговый центр. Вау, к нему, всё. там Рестораны. Видишь, какой столица, Рабат. Смотри, как зелено, да? Прикольно. 2 доски большие. Ага. Метр на полметра, например. Ага. Да? И поставили их так вот, на такой ширина, например, зависит, какой ширина будет стена. Ага. И закрепили между них палками, Так. чтобы они стояли ровно. А потом положили внутри глина, камни, солома. Брызгали их, даже не очень мокрая глина. Так. И с большие вот такие, как дубины, деревянные, поднимаются наверху и начинают прессировать, Ага. вот бить. Да когда это прессируется, и станет как блок большой, Я понял. каменный. Ага. Но потом снимают эти палки. Ага. Вместо палки остаются непрессированные. Все, я И понял. по временам это открывается. В тех времен, как должны быть закрыты. Да. И даже после реставрации должны их закрыть, как Ага. должен быть, как должна быть. Но у нас Марокко везде же оставляют их, и здесь, и в Фас, и в А Маракеш. зачем? Почему? Птицы в них живут. Здесь всё. не видно, но в других местах увидите Всё, я- сами голуби, птицы, Все, я как понял. колоритные такие. Все понятно. Есть такие версии, другие говорят, для вентиляции. Ну что вентиляция, чего там будет? Ну да. Стрелять, так стреляют. Вот я там тоже думал зубики стрелять, да. стреляют сверху. Туареги. Туареги это жители Сахара, Да. тоже вид берберов, Да. туарег, они тоже берберы. Это вот у них тоже У них свой традиция диалект. такая вот с закрытыми этими, да? Да, Если да. ты лицо его видишь, то я могу тут Даже завалить, да? интересные вещи у них, они, вот это даже прикольная вещь, даже для нас, марокканцев, что он перед душем не должен открывать Да? лицо. Мама жены. Все, да ладно. Стесняется, туши. Серьезно? Да, он должен закрывать. Нет, а что, серьезно у них такое раньше было? Из их культуры. там. Если Он должен кто-то стесняться, туши. если кто-то лицо увидит, они его должны убить? Такое было? Не было? нет, Это не болтовня? так. Нет, не просто культура у них. Обязательно Они лицо закрыть. стесняются, туши. Стесняются, да? Да, не как мы, наглость туши. Тюша, я думаю, что да, это теща. Теща. Они же воины такие, серьезно. Ну, боевики на самом Ну, деле. ну Такие да. вот гордостный Да, да, народ, да. свои правила, так, не дай бог нападать. До сих пор сахарцы они есть такие. Район, современный, высокие здания, как Москва-Сити, но будет Рабат-Сити. Большой часть. И, Паркинг. конечно, театр, кто говорит, это как кит выходит из воды. А у меня шлем Такой. хищника. Кто-то говорит, Тарелки? это как лягушка. Да, понял. А как вот это называется территория? Это что вообще вот это? Это мавзолей Мухаммад V. вот это мавзолей. А вот это... Король Марокко, бывший король Мухаммад V, его сын Хасан II и родственники еще. А вот это просто территория, да? Это вот площадь, где должен быть самый большой мечеть в 13 веке. Вот эта группа была вот мужчин в белом, это мулы.
читали молитву в память Хасана II, это короля, ниже королевства. Вон молильный зал, вот они фотографируются, отслужили службу. Это вообще строено в 70-х годах. Что было здесь, эта площадь и эта башня. Это уже из 12 века. Вот башня строили из нее 3 экземпляра. Уже первая, конечно, Кутюбьев Маракеш, еще Лахеральда в Севилье и Хасан. Хасан не достроили ее. Они должны строить до 84 метра. Тех времен, представляете, так как небоскреб, даже из океана было видно. Вот, и не достроили, Султан умер, и оставил вот это место, осталось как молильный зал. Ну, это как от солнца, да, было закрыто? То есть, Да, крыша, чтобы люди крыша, молились, крыша, да. потолок. И потом землетрясение все обвалилось. Султана и оставили. Рабат сильно пострадал от Лиссабонского землетрясения 1755 года. Это землетрясение силой 9 баллов произошло на территории Португалии 1 ноября. Оно ощущалось по всей Европе, а толчки достигли Финляндии и Гренландии. Цунами прокатились по Атлантическому океану и обрушились даже на Бразилию. Получается, сейчас правит внук. Здесь захоронен Хасан II, Мухаммед V, сейчас Мухаммед VI. Следующий будет, получается, Хасан III, значит. Место оставили для нижней еще, для одной. А потом переделать, уменьшить, да? Ну, все это или по-другому, или По-другому. наоборот расширить. Видишь, все заполнили. А где пророк, ты говоришь там? Наверху вот пророк. Мухаммед? Его, да, вот звезда, да. Справа Фатима, его племянница, Да, ее да. муж. Кстати, И вот Фатима, мы проезжали перед Кум, город Кум в Иране. Вот. Я у него спросил, он говорит, праздник вот этот Золотого Марша у них, если выпадает в будни, отдыхает, но все равно не как в Иране. Здесь светское государство, Да. а у них страна шариат правит. 3 дня только самые такие серьезные праздники, Рамадан, конец. И все, остальные праздники так вот, по одному дню, и тоже в 11 дня уже Вот открываются. птицы живут, видишь, внизу. Мгм. А это забронировали себе уже местечко. Это мавзолей, это новое для следующих правителей. Название официальной столицы королевства Марокко, который город получил в 1170 году, Рибат-эль-Фатх, переводится как «укрепленный монастырь». Он находится в центре крепости Казба-Удая. В нем были расквартированы войска для джихада, священной войны мусульман в Испании. Прежде чем он окончательно стал столицей Марокко в 1912 году, это название приходило то от Марракеша, затем в Фес и обратно. Как это называется, забыл, виски, дальше слово забыл, это чай у вас такой, виски как-то. Чай, чай, марокканский чай. Они считают, что, например, европейцы, западные люди, северные люди, они вот пьющих, стран пьющих. Когда гости к вам приходят, что вы ему наливаете? Чай. Нет, сначала Уже виски. современно. Вот как в культуре там было, вот гости приходят, ты ему наливаешь. Там в Америке, в других странах налили виски. Да. А у нас приходишь, тебя наливают чай. Вот такой цвет. Вот, как и называется русский, поэтому виски, Поэтому говорят марокканский виски. Виски, я понял. И он такого темного цвета, Его да? много пьем, 3-4 раза в день. Он прям темного цвета, да? Он должен как быть крепкий, что ли? темненький чуть-чуть. Есть, зависит от района. На Сахаре, например, делают его очень крепкий. Очень большая... Чефир. Да, очень большая вот... Я понял, как, завар. пена. Чефир. Пена. Иногда делают его из шафрана. Тоже цвет другой. Там мало мята, например, в Сахаре. Редко что использовать мята. Его заваривать, переваривать, и так, и делать сахар, он образуется очень вкусный чай. В Севере, например, наливают тебе, берут стакан,
к него мята и наливают на него чай. И дает так, вставляется. Среди Марокко, в общем, в Марокко вот есть поднос, чайник, как это готовить, все как мешать. Если получается, увидим вот такой стиль в Весе, где-то я вам все объясню сразу. Короче, вот здесь соединяется Атлантика, да? Да, с река Абу-Регрек. Абу-Регра? Абу-Регрек или Сала Колония, старая название. О, смотри, реки. зеленая. Абу-Регрек. Зелененькая, а потом красота. Леха, не могу сейчас говорить, я на море. В смысле? Так ты же мне сам позвонил. Ничего не слышно, Лех, из-за моря ничего не слышно. Летом вот здесь вот куча зонтиков люди отдыхают. Я нашел несколько Перекрыто вот, чтобы волна не шла. Внутри крепость делится на 3 части. Это бело-голубой город с несколькими десятками домов, слегка напоминающий знаменитый город Шефшоэн. Кстати, следующая наша остановка. Платформа Дю-Семафор, широкая смотровая площадка на залив с рекой и город Сале на другом берегу, а также Андалузский сад. Интересно то, что большие территории вокруг крепости заняты ничем иным, как захоронениями. А сколько сейчас? Час времени, да, дневной намаз? Час 15. У вас выращивают в Марокко кофе или нет? Нет, кофе у нас не выращивают. Даже вот культура кофе не была развита у нас в Марокко. У нас больше чай, марокканский чай. Здесь сушат соль в таких бассейнах. Прям в квадратах таких. Потом собирают. Ты меня довел до очень. Я жрать хочу. Я продержался на вискаре. Отлично. Мы ближе к Шефшоэн. Скоро заканчиваем работу. Сколько тот объем пива? 240. Здесь комплексный обед, то есть, грубо говоря, из 3 блюд на выбор. Цена вообще нормальная, блюда большие, десерт, пиво. Вот и чай тут обязательно, 10 дирхам обязательно. И мы отдали 20, меньше не было. Получилось 170, 17 долларов. Здесь положено обязательно, сервис, говорит. Станут с ножом у горла, сервис. Район оливок производства здесь. Тут у них минареты, да, вот эти вот, у них минареты не круглые, а вот такие квадратные. Парадор. Ну, у них стандартные вот эти номера, так, Wi-Fi, телевизор такой непонятный. Но город тусовый. Гаубар. Наша машина. Прибытие в Новый Град. Да, Шефшоэн. Шефшоэн. Так, вот у нас вот такой Прям здесь. как Санторини, прям Такой как здесь у Санторини. нас розлито в гамбурге. Дыневый вкус и что-то там флаверс. А ты Софи Лорен видел? А Кока-Колу пил? Ага. Ну как? Вот настоящий марокканский, правда, мандаришка. Все, давай. За Шефшоэн. За Шефшоэн, да. Как Санторини. Только лучше. Только лучше, да. Давай. Очень красиво. Такие вот виды. Такие вот виды. Ну, естественно, номерки такие, вообще все однотипные, ни хрена нету. Вот такая вот Санторини, практически, только исламская.
Вот такой городишко. Миленький, хорошенький. Прям такой, прям вообще. Мы на ужин потом успеваем до 10. Городишко. Голубенькие здания, вот такой минаретики квадратный, как всегда. Такой все светится. Вообще тусовое место. Из этой кожи марокканской воняет мочой, потому что они их отстаивают в бочках. Какой мочи не могу вспомнить. Да, такой запах интересный. Вот такой город, вот такой городок старый. Весь голубенький. Шефшуэн, основанный в 1471 году, также известный как Чауэн, славится своими зданиями в синих тонах, за что его прозвали «Голубой город». Название Шефшуэн происходит от слова «иссакон» или «эхауэн», что означает «рожки», и слово «шеф», что означает «смотреть». Таким образом, Шефшуэн означает «посмотри на рожки», но об этом уже более подробно в следующей серии. Вот так Дим проводит вечера. Лежит и смотрит.